Римские легионы и угроза вторжения нависли над племенами, проживающими во Фракии. Македония уже давно подвластна Риму, и легионы уже маршируют к Одессосу, к одному из городов фракийских племен. Вождь Адрисов немедля созывает гетто-фракийскую коалицию для защиты фракийских земель, и все от Триболов до гетов и Тилы прибывают в Одессос. Римский легион, как обычно это бывает, первыми на штурм бросит своих прихвостней в лице павших македонян. Фессалийская кавалерия, гоплиты и мечники в тораксах численностью в 5000, ну и естественно сам легион численностью 8000. В рядах легиона находились когорты Орла, всадники и пехота эвокатов, доспешные и тяжело экипированные легионеры, ауксилия в лице лучников, большие анагры и баллисты. Фракийцам же удается собрать около 7000 бойцов, знатные серпоносцы Адрийского царства, присягнувшие Тилы, ветераны щитоносцев Триболов и царская кавалерия и мечники гетов, а также прочие средние и легкие подразделения варварских племен стали на защиту Фракии от вероломной и стремительной экспансии Рима. Возглавлял легион Фурий Клавдий Марцел, трибун, что без ведома Сената, наплевав на договора, обезумел, надеясь отомстить за неудачу в прошлой Римо-фракийской войне, вздумал вторгнуться. Легион уже стоял наготове. Прежде чем римляне вступят в схватку, трибун отдает приказ македонской армии о немедленном наступлении. Фракийские пельтасты изрешетили дротиками фессалийских всадников, а после принялись закидывать снарядами гоплитов и прочих мечников, что уже подбираются к позициям копейщиков гетов, что с легкостью сдерживали натиск македонской кавалерии. Тем временем римская тяжелая кавалерия направилась к основной улице Одессоса, где тех уже дожидалась фракийская знать Адрийского царства. Всадники, приближаясь к позициям, ощутили залпы сотен стрел, выпускаемых засадными лучниками гетов. Скорость натиска была сведена на нет. Лишь одному отряду удается провести удачный влет. Центр фракийской пехоты проломлен. Вот уже римские всадники рубят своими гладиусами фракийцев, что только отходят от тяжелейшего натиска. Правда, римским всадникам не удается надолго завязнуть боем с пехотой. Многие из кавалерии эвокатов погибают от стрел гетов, так и не дождавшись подхода легионеров. Лишь спустя время, когда от всадников Рима осталась 1/3, римские легионеры наконец вступают в бой. Однако фракийцы попытались перехватить инициативу наступления и, ускорившись, набросились на встречно бегущих легионеров. Ауксилия лучников, не теряя время, находясь как за македонской пехотой, так и за римской, опустошала свои колчаны, целясь в уязвимые места в обороне фракийцев. Лидер Адрийского царства наблюдал за тем, как воины племенного союза с легкостью удерживают сразу две армии. Он был уверен в победе защитников и не спешил устраивать каких-либо маневров резервами, что находились на площади Одессоса, пока грохот разрывающихся снарядов не стал доноситься со всех улиц города. Римские осадные орудия уже швыряли свои снаряды, где-то пламенные, где-то взрывные. Понемногу ряды защитников, находящихся под непрерывным обстрелом анагров и баллист, стали утрачивать свою мораль.
хаос и полная неразбериха, а также строй воинов, что подвергся заразительной панике, стал непригоден для успешной обороны. Вождь фракийцев решает вывести резервы с площади и поделить поровну, после чего бросает свежие силы в бой. Тем временем, пока все резервы фракийской армии, не считая кавалерии геттов, сражались с римлянами и македонянами, римский трибун втайне от защитников вместе с 3000 отборных легионеров оказывается в порту Одессоса. Причал защищало всего лишь 200 фракийцев, что готовили суда для отступления по морю в случае поражения. Они не ожидали встретить здесь врага. Римский кавалерийский отряд не дал им покинуть порт и сообщить о внезапном нападении римлян. Спустя время вождь выводит резервы всадников, видя то, как римляне и македоняне лишились почти всей своей кавалерии. Всадникам необходимо срочно выйти из поселений и обогнуть сражающихся македонян и римлян, ударив по инженерам анагров и баллист. Когда наконец инженеры были перебиты, всадники направились к позициям сражающихся римлян и македонян, после чего начали устраивать мощнейшие натиски в спину неприятеля. Македоняне спустя не более чем 10 минут утратили какую-либо мораль и бросили затею сражаться, а вот римляне же, напротив, стояли доблестно и, несмотря на смертоносные чаржи в тыл, все еще продолжали рубить истощенных фракийцев. Отдаю должное, если бы не кавалерия фракийская, римским легионерам удалось бы перебить защитников в лице пехоты. Всадники и пехота, что пришла на помощь после победы над македонянами, ковали римские подразделения, взяв тех в тиски. Тем временем римляне разбили защитников в порту и уже оказались у поместья вождя. Лидер фракийцев успевает выстроить около 500 бойцов и принимается сдерживать легионеров. Римляне без труда нарезали варваров, карая тех в ближнем бою.
Спустя время, когда защитники в центре более не могли сомкнуть свой строй из-за высокой плотности неприятеля, рвущихся на щиты знати, наконец начали стягиваться полуразбитые, истощенные после длительного боя за улицы города фракийцы. Завидя то, как вождь самолично ведет свою схватку с римскими бойцами, обессиленные и еле стоящие на ногах фракийцы в грязи и крови, обрели второе дыхание и устремились в тыл римских захватчиков, коих все еще было в 3 раза больше. Неистовство и ярость, охота за головами и бесстрашие – все это склонило чашу весов в пользу фракийцев, несмотря на численное преимущество римлян. Трибун, также сражаясь с фракийцами в ближнем бою, находит свою смерть. Когда легионеры узрели падение лидера, лишь тогда мораль римских бойцов окончательно упала и привела легион к погибели. Около 1000 римлян рвануло к порту, чтобы выйти из Одессоса, уже по проложенному и, как казалось, безопасному пути. Но гетто-фракийская конница уже ждала тех наготове, и когда римляне выходили из города, всадники геттов зверски обрушились на бегущих, отступающих легионеров. Героическая победа или первая решать вам. Но не скоро римляне вновь вторгнутся во Фракию. 1000 римлян и македонян, что сражались за улицы Одессоса, бежали и спаслись. Прочие же были полностью перебиты. Фракийцы утратили из 7000 бойцов 6000, из 1000 более половины раненых. Если есть возможность поддержать ролик донатом, буду очень благодарен. Реквизиты и ссылка в описании. Канал без монетизации. Спасайте. Спасайте. Спасибо.